Карл опустился в свое кресло в переполненном самолете и закрыл глаза, желая, чтобы долгий перелет скорее закончился. Как раз в тот момент, когда двери кабины закрывались и стюардессы начинали последние проверки, он почувствовал внезапный резкий толчок по спинке своего сиденья. Обернувшись, он увидел маленького мальчика не старше 6 или 7 лет, сидевшего в ряду позади. На лице ребенка играла озорная улыбка, и он снова ударил ногой по креслу Карла. «Эй, пожалуйста, перестань пинать мое кресло», — вежливо обратился Карл к мальчику, пытаясь предотвратить дальнейшие неприятности, пока ситуация не вышла из-под контроля. Рядом с мальчиком сидела его мама, полностью погруженная в чтение журнала и совершенно не обращавшая внимания на шалости сына. Она не подняла глаз и не сделала ему замечания. Улыбка мальчика расширилась. Он приготовился и нанес еще один сильный удар ногой по спинке кресла. Карл сжал челюсти от раздражения. Это совсем не то, как он хотел провести следующие 5 часов. Он подумал о том, чтобы обратиться к матери ребенка, но не решился поднять скандал. Самолет набирал скорость по взлетной полосе, удары продолжались, каждый раз кресло Карла дергалось вперед. Он глубоко вдохнул и приготовился к неизбежному следующему толчку, понимая, что этот перелет будет очень долгим и неудобным. Но прежде чем мы начнем, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал, если еще не сделали этого, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории. Всего несколько часов назад Карл пребывал в полном спокойствии и отличном настроении. Он приехал в аэропорт заранее, после краткой деловой поездки в Бостоне. Последние несколько дней прошли в круговороте встреч и презентаций. Как старший руководитель проектов в ведущей технологической компании, он привык к давлению жестких сроков и высоким ожиданиям. Эта поездка была особенно важной. В ней шли переговоры с потенциальными клиентами, от которых зависел успех квартальных показателей. В течение дня он участвовал в непрерывных встречах, каждая из которых требовала предельного внимания и профессионализма. Вечера были не менее насыщенными. Сетевые мероприятия и ночные стратегические сессии с командой. Сон был минимален и тревожен. Ум постоянно работал, анализируя цифры, сроки проектов и вопросы потенциальных клиентов. Несмотря на усталость, Карл ощущал удовлетворение. Он успешно заключил перспективную сделку, что было свидетельством его усердной работы и настойчивости. Именно такие моменты успеха, хоть и редкие, напоминали ему, зачем он терпит всю эту напряженную карьеру. Подождав у выхода на посадку, он жаждал расслабиться, переварить события поездки и морально подготовиться к грядущим испытаниям. Он планировал использовать этот рейс как долгожданный перерыв, короткий период отключения от неумолимого рабочего ритма. Он погрузился в жесткое кресло аэропорта, проверяя часы уже в 100-й раз, всего 10 минут до посадки. Выдохнул с облегчением. После неустанной суеты этой рабочей поездки он больше всего хотел устроиться в удобное кресло бизнес-класса для долгого перелета домой. С каждым отмеренным минутами мигом он представлял, как вытянет ноги, наслаждаясь пространством и удобствами. Он заплатил дополнительную сумму за комфорт бизнес-класса после высокострессового путешествия. Ему было очень нужно время для восстановления сил. Вовремя объявили посадку пассажиров бизнес-класса. С нетерпением Карл вскочил и направился к началу очереди. Билет уже был в руках. Остался последний шаг, и он расслабится в кресле с бокалом напитка. Но по мере приближения к стойке он увидел, как служащая в аэропорту взглянула на него с извинением. «Сэр, кажется, возникла проблема с вашим местом.
Рейс переполнен, и в бизнес-классе больше нет свободных мест. Восторг Карла сменился раздражением. Несмотря на все усилия, потраченные на работу, сейчас все шло наперекосяк. Он глубоко вдохнул, стараясь обрести спокойствие. Что значит «перепродано»? Я ведь забронировал бизнес-класс несколько недель назад. Сотрудница кивнула с сочувствием. Да, мы понимаем, что вы бронировали место в бизнес-классе, но у нас много пассажиров с обновленными билетами, и мест просто не хватает. Прошу прощения за неудобство, но на этот рейс придется пересесть в эконом-класс». Карл сжал челюсти, сдерживая нарастающий гнев. Это было невероятно. После бесконечных дней напряженных переговоров и стрессовых совещаний он столь жаждал мирного полета домой в просторном бизнес-классе. А теперь, из-за перепродажи билетов, он вынужден страдать. «То есть из-за переполненного рейса страдаю именно я?» — спросил он напряженным голосом. «Ожидается, что я проведу 5 часов, сидя в тесном кресле без пространства для ног». Осознавая взгляды и шепоты соседних пассажиров, он глубоко вздохнул, стараясь сохранить самообладание. «Я понимаю ваше раздражение, мистер Уильямс», — ответила женщина-агент. «В компенсацию мы можем предложить полный возврат разницы между тарифом бизнес и эконом-класса, а также ваучер на будущий рейс». Карл покачал головой. Ваучер не поможет успокоить его напряженные нервы и не снимет усталость после выматывающей рабочей поездки. Он тосковал по широкой мягкой спинке кресла, по внимательным стюардессам бизнес-класса, которые бы заботились о нем. В надежде на более мягкий подход он сменил тактику. Есть ли хоть малейшая возможность пересадить кого-то другого в эконом, а я останусь в эконом, бизнес-классе?» — спросил он с отчаянием в голосе. «Мне действительно нужно это место сегодня». Женщина посмотрела на него с сожалением. «Очень жаль, но в бизнес-классе сейчас нет больше свободных мест. Хотелось бы помочь, но это невозможно». Карл с раздражением схватил ручную кладь. Его тщательно спланированный полет домой разваливался на глазах. «Это неприемлемо», — оборвал он. «Ожидаю гораздо лучшего обслуживания». Со вздохом усталости он повернулся и направился в очередь на посадку в эконом-класс. «Вот так и закончится мой расслабляющий отдых после работы», — подумал он. Перед ним грозили 5 напряженных часов в тесном кресле без всякого комфорта. Он уже слышал шум, плач детей и чувствовал тесноту узких проходов эконом-класса. Когда, наконец, объявили его зону, Карл залез в самолет, крепко держав билет. Салон эконом-класса оказался даже более переполненным, чем он ожидал. Плечо к плечу пассажиры сидели в тесных рядах. Он нашел свое место, с трудом запихнул сумку в багажную полку и опустился, но его колени больно уперлись в спинку впереди стоящего кресла. Он начал крутиться, пытаясь найти удобное положение. Пожилая женщина рядом с ним бросила резкий взгляд. «Молодой человек, перестаньте извиваться так много». «Извините», — пробормотал Карл. «Это будет долгие 5 часов». Он завистливо посмотрел в сторону бизнес-класса, где мягкие кресла откидывались, и зазвучал звон бокалов с шампанским. Когда двери закрылись и начались последние приготовления, Карл почувствовал толчок в поясницу. Мальчик, не старше 7, свободно качал ногами, и они снова ударялись о кресло Карла. Мать, погруженная в чтение журнала, не замечала происходящего. Каждый удар отдавался по спине Карла. Он глубоко вздохнул, пытаясь сохранять спокойствие. Возможно, это прекратится после взлета, но рев моторов мешал игнорировать постоянные удары. Он повернулся
и с усталой улыбкой сказал: «Эй, пожалуйста, не пинай мое кресло, это немного неудобно». Мальчик посмотрел на него с невинным, но любопытным выражением, и Карл вернулся на свое место, полагаясь на надежду. Но едва он отвернулся, как последовал еще один сильный удар ногой. Улыбка ребенка стала шире, и он продолжил свой размеренный ритм, словно барабаня ногами. Карл сжал кулаки. Это должен был быть отдых, а не испытание на выносливость. Самолет набирал высоту, и Карл откинулся в кресле. Его взгляд притягивало спокойное небо за окном. Он пытался сосредоточиться на этом спокойствии, стараясь заглушить удары сзади, но каждый толчок отзывался на теле, словно ударная волна. Тонкая подушка не защищала его вовсе. Тогда он снова повернулся, на этот раз обратился напрямую к матери мальчика. «Извините, не могли бы вы попросить вашего сына перестать пинать мое кресло? Это очень беспокоит». Женщина, наконец, оторвалась от журнала и равнодушно пожала плечами. «Ах, дети есть дети. Он просто занимает себя». Раздражение Карла перешло в гнев. Он занят за счет других пассажиров. Возможно, ему не помешали бы уроки воспитания. Мать резко ответила: «Вы что, хотите сказать, что я не умею воспитывать своего ребенка?» «Да», — твердо сказал Карл. «Если бы у меня был ребенок, его бы учили уважать других, особенно в таких тесных условиях, как здесь». Напряженная атмосфера быстро накалилась, их голоса зазвучали громче среди гула моторов. Женщина саркастически отозвалась: «Спасибо за уроки воспитания, мистер Эксперт. Есть еще советы для таких, как мы, матерей, которые стараются». Обиды Карла разгорелись еще сильнее. «Может, начнете хотя бы обращать внимание на своего ребенка вместо того, чтобы читать журнал? Это же не ракетная наука». Остальные пассажиры стали поворачивать головы. Мать резко ответила: «Если бы у вас были дети, вы бы поняли, а так вы хотите, чтобы весь мир крутился вокруг вас». Их жесткие слова перекрыли шум кабины. Мальчик, широко раскрыв глаза, наконец перестал пинать, чувствуя напряженность в воздухе. Стюардессы подошли, пытаясь унять конфликт. Прежде чем Карл успел что-то ответить, пожилая женщина рядом наклонилась к нему и твердо произнесла: «Молодой человек, хватит. Мальчик перестал, а вы продолжаете. Портите полет остальным». Ее слова, спокойные, но однозначные, заставили Карла изменить взгляд на ситуацию. Он оглянулся и увидел, сколько взглядов приковано к нему. Смущенный, он понял, что слишком много внимания привлек к себе. С тяжелым вздохом он повернулся обратно к окну, пытаясь вернуть себе спокойствие, которого так желал в начале перелета. Но мать не удержалась от последнего замечания. «Да, послушайтесь даму. Женщины всегда правы, не так ли?» — сказала она с насмешкой. Карл сжал кулаки, гнев грозил вернуться, но он вспомнил слова пожилой дамы и заставил себя молчать, переключая внимание на внутренние ощущения. Затем последовал новый удар ногой. Карл медленно выдохнул и спокойно повернулся, улыбаясь мальчику. «Эй, дружок, не мог бы ты перестать пинать мое кресло? Мне трудно расслабиться». Он говорил доброжелательно, надеясь, что разум добьется успеха там, где гнев потерпел поражение. Ребенок взглянул на него с любопытством, и Карл улыбнулся снова. «Я понимаю, что сидеть спокойно в самолете трудно. Может, ты нарисуешь что-нибудь? У меня есть карандаш и блокнот». В этот момент мать мальчика наклонилась к нему и резко произнесла: «Извините, не разговаривайте с моим ребенком без моего разрешения». Она резко перебила его от неожиданности. Карл ответил: «Я просто попытался». Но мать снова прервала: «Говорите со мной, а не с ним». Сдерживая раздражение, Карл кивнул и отвернулся.
Он искренне пытался помочь, и теперь даже эта попытка оказалась отвергнута. Что-то в Карле сломалось. Если бы она не мешала, он бы прекратил. Он разработал план. Позвал стюардессу и попросил стакан ледяной воды. Когда ему принесли воду, он тихо подержал стакан, ожидая. Снова последовал сильный удар ногой. Это был знак. Притворившись удивленным, Карл резко наклонился вперед и случайно опрокинул стакан назад. Холодная вода обрызгала мать, намочив ее и слегка попав на мальчика. Женщина ахнула, ее журнал упал на пол. «Извините меня», — быстро сказал Карл. «Я испугался от удара». Она, ошарашенная, заикаясь, ответила, а Карл добавил: «Трудно держать вещи, когда тебя постоянно пинают». Реакция окружающих была неоднозначной. Некоторые кивали с пониманием, сочувствуя Карлу. Другие же шептались недовольно, не веря в подобное поведение взрослого мужчины. Озорная улыбка мальчика исчезла, сменившись тишиной и легким сожалением. Стюардессы поспешили с полотенцами, интересуясь, все ли в порядке. Карл ответил спокойно: это было случайно. Мать, теперь смущенная, избегала зрительного контакта. Мальчик больше не пинал. Остаток полета прошел в тишине. Наконец Карл обрел покой. Когда самолет начал снижение, он посмотрел в окно с чувством удовлетворения. Его план сработал, удары прекратились, и непослушный ребенок вместе с матерью усвоили урок. Но в глубине души пробежало сомнение, не переборщил ли он. Конечно, он нарушил спокойствие полета, но по-другому. Однако он убедил себя, что причина конфликта была не в нем, а в их поведении, а он лишь закончил ситуацию творчески и эффективно. Когда самолет приземлился, Карл собрал свои вещи и вздохнул. Он не получил тот спокойный отдых, на который надеялся, но одно было ясно: в следующий раз он выберет первый класс, несмотря ни на что.